Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Очередной агрогороскоп на апрель месяц 2023 года, и он посвящен посадке картофеля. Время киевское. Сразу же рассмотрим два периода. Так вот получается у нас, что это можно использовать, этот период использовать для того, чтобы получить молодой картофель. Это период уже убывающей луны. И это период для картофеля, он хороший. Но смотрите, сейчас мы разберем все энергии этих дней. Но это энергии в основном идут, в большей части энергии воды, стихии воды. Плюс еще и солнышко, но солнышко будет помогать нам. Ну вот поэтому мы, смотрите, у нас и для молодого картофеля, и на хранение есть вот периоды. Правда, они очень короткие, но они есть. К сожалению, наш любимый телец будет занят временем новолуния, солнечного затмения, черной луны, поэтому у нас вот остаются вот такие периоды. Итак, для того, чтобы получить молодой картофель, который не будет закладываться на хранение, уже в начале у нас третьей фазы мы можем использовать вот этот знак. Знак Скорпион. 8 апреля с 8 часов утра до конца суток, 9 апреля с 0 часов до 11:30. Там уже готовится Луна к тому, чтобы отдыхать. Луна без курса у нас есть, и переход в другой знак. Что мы можем здесь использовать? Можем использовать энергию Солнца. Солнце будет с 19 по 20 градус Овна. Это знак стихии огня. Уже чуть-чуть лучше. И Юпитер тоже нам будет очень хорошие энергии давать. А Юпитер свои энергии будет передавать через созвездие. Созвездие Вишакха. И это созвездие тоже нам будет помогать вот, сотворять такой урожай, творить урожай картофеля. Но это все равно здесь энергии у нас стихии воды больше всего. И мы этот картофель будем короткий срок хранить. Вот этот картофель вообще очень недолгий период, очень короткий период. Убывающая луна в знаке рыбы, очень хорошая именно убывающая луна, очень хороший период. Это уже буквально четвертая фаза перед новолунием, отличный период, но это рыбы. Но снова же у нас Солнце с 27 по 29 градус Овна. Но в этих градусах уже Солнце в Овне не так сильно. Овен не такие энергии дает. То есть завершение уже градусов знака Овен. Поэтому здесь у нас мало. Поэтому я и говорю, что в этот период у нас будет очень короткий период хранения для картофеля. И здесь же, да, назову 16 апреля с 6 часов утра и до конца суток, и 17 апреля с 0 часов и до 19:30. Но здесь еще будут работать две очень интересные. 16 апреля Накшатра Сатабхиша, здесь будут энергии Раху. И 17 апреля будет работать Накшатра Пурва Пхатра. Это Юпитер дает энергии. Ну, неплохо, 17 апреля здесь лучше все-таки энергии. Но Солнце будет давать мало энергии именно огненного Овна, потому что 30 градусов завершается энергия вот этого огненного знака в Солнце. Поэтому этот период больше подходит вот на посадить рядочек для того, чтобы вот летний период ранней порой лета и до середины, ну вот выкапываем и используем. Вот этот картофель будет плохо храниться. Ну вот это мы с вами рассмотрели картофель, который у нас для молодого картофеля. И смотрите, у нас еще есть очень хороший период для того, чтобы посадить этот картофель и потом его заложить на хранение. Энергии просто супер. Я выбирала эти энергии, выводила все эти время и даты. Смотрите, во-первых, Козерог, убывающая луна. Конец третьей фазы. Очень хороший период. 11 апреля с 21 часа начинается энергия Козерога, убывающей луне, до конца суток. И 12 апреля все 24 часа. И здесь делаю красным заметочку. К сожалению, 13 выпадает, потому что это будет переход Луны из третьей в четвертую фазу. Смотрите, как идеально. В 12 часов дня, там минуты,
12 плюс и 12 минус часов, и у нас 13 просто выпадает из всех наших работ. Поэтому, смотрите, у нас получается 11 апреля очень мало времени, с 21 часа до конца суток, ну а 12 апреля все 24 часа. У нас уже такая традиция, в апреле высаживаем картофель уже 3 года, и буквально за несколько часов уже выкладываем картофель, заранее готовим все, выкладываем картофель и его закрываем землей. Для того, чтобы этот период использовать эффективно, делаем все заранее. Единственное, что выкладываем картофель вот этот благоприятный период. И что я хочу еще добавить, почему очень хороший этот картофель на хранение. 11 апреля здесь будет работать накшатра мула, а она только для... Очень много работы можно именно сельскохозяйственной сделать. И для посева, и для посадок очень хорошая. И это вот корнеплодный вот этот период хороший будет. 12 апреля тоже супер. Здесь у нас накшатра Пурва Ашатха. Это покровитель, и энергии отправляет Венера. Венера любит урожай, Венера любит отправлять свои энергии. И вы знаете, я вот заметила, изучая накшатры, Венера очень любит людей, которые трудятся на земле, с любовью все делает, и к растениям относится, и всегда помогает, вот дает эту энергию для получения хорошего урожая. Ну и здесь у нас все-таки не завершающие, конечно, градусы, но еще рабочие. Солнце с 22 по 24 градус Овна. Тоже очень хорошая энергия. И смотрите у нас, как хорошо выстроилась вот эта дата, вот это время для того, чтобы посадить картофель на хранение и выкопать его. И хорошо, кстати, и потом при выращивании очень легко с ним работать. Он не так болеет, когда высаживаем в Козероги. Тут у нас даже будут Кету и Венера помогать в этом плане, да и Солнце в Овне. И вот эти все плюсы буквально вот так собраны в этот период. Только жаль, что 13 выпадает. Это время перехода Луны из 3 в 4 фазу. Это очень сложный стрессовый период, который длится 24 часа. Вот 12 часов вот этот пик и плюс-минус 12 часов. И вот таким образом у нас вот такой агрогороскоп получился для посадки картофеля в апреле 2023 года. Мы уже рассмотрели его и уже знаем, что снова у нас будет вот эти дни использоваться для того, чтобы получить и ранний картофель, и в то же время получить картофель для хранения. Раиса Греченко, Александр Волик подготовили видео сегодняшнее и разложили все энергии для того, чтобы получить хороший урожай, богатый урожай картофеля. Мы вам желаем, чтобы и у вас тоже все получилось хорошо. Здоровья вам, хорошей благодатной погоды. Тут очень важно, чтобы погода была хорошая и успеть сделать все в благодатные периоды. До новых встреч на нашем канале. Всего самого доброго. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, Дача, Сад, Город, Квіти. Миру вам та добра. Продовжуємо агрогороскопи на квітень місяць 2023 року. Це агрогороскоп посадки картоплі, саме посадки картоплі в квітні 2023 час київський. В першу чергу розглянемо для молодої картоплі, чому ми так в першу чергу розглядаємо ці дати, а тому що це період, коли ми можемо посадити картоплю, гарний врожай отримаємо. Це у нас вже третя фаза, і риби у нас і четверта фаза. І ми можемо отримати дійсно добрий урожай картоплі, але ця картопля буде недобре зберігатися. Якщо в скорпіоні більш-менш добре, то в рибах буде, і зараз ми побачимо, я вам докажу, в рибах буде зберігатися менш короткий період. Отож, давайте розглянемо скорпіон, спадаючий місяць 8 квітня. Починається цей період з 8 години до кінця доби, 9 квітня з 0 годин і до 11:30. Сонце в цей час буде нам давати енергію з 19 по 20 градус Овна. Гарний період, дуже гарна енергія, яка якраз для зберігання буде йти. І тут у нас буде працювати дуже добра накшатра, сузір'я Вішакха. Тут будуть працювати енергії Юпітера.
І в цей час буде більш-менш добре зберігатися картопля. Ось, хоча, бачите, як в нас місяць в стихії води, але сонце в стихії вогню, і Юпітер теж нам дає добрі енергії для зберігання. Це в нас один період. А ось зараз подивимося до періоду риб. Риби, спадаючий місяць 16 квітня з 6 години ранку до кінця доби, 17 квітня з 0 годин та до 19 години 30 хвилин. Тут вже енергії сонця в знаці Овен геть вони завершаються, тому що будуть енергії з 27 градуса по 29 градус Овна. І от у нас дуже цікаві є накшатри в цей час, які будуть працювати. Сатабхіша – це енергії Раху, і Пурва, Пхатра – це Юпітера енергії. Ось перше сузір'я, воно дає також результати тільки для короткострокових робіт. І як бачите, у нас отакий і період, що тут багато стихії води, вже мало стихії вогню і короткострокові роботи, які даються нам цим сузір'ям. Тому цей період можна рядочок посадити картоплі, отримати ранній врожай, а на зберігання ми зараз з вами будемо розглядати зовсім інший період. Я знаю, що ви його чекаєте, і ми теж його будемо використовувати. Ось дивіться, він один невеликий, але він є. Останні 3 роки він у нас такий завжди. Правда, в минулому році був і тілець чуть-чуть, трошечки було, але в цьому році, бачите, дуже мало часу для посадки картоплі для зберігання. І так ми вибираємо. Що ми вибираємо? Ми вибираємо козиріг, спадаючий місяць, гарний час. Далі ми вибираємо і сонце, тут ще більша енергія буде з Овна, з 22 градусу по 24. Це гарні енергії, теж використовуємо їх. І назву дати тепер. 11 квітня після 21 години починається цей гарний період Козирогу і до кінця доби. 12 квітня всі 24 години. Мені дуже подобається, що 12 квітня це всі 24 години. Але 13-го хтось мені може зразу сказати і написати, у календарі немає, нічого там не написано, чого ви його виключаєте. А виключаю, тому що буде перехід 13-го. Перехід місяця з 3-ї в 4-ту фазу о 12 годині 11 хвилин. Ідеально підходить у нас 24 години оцей період стресовий переходу місяця із фази в фазу. Складний дуже період для землі, для рослин, для насіння, для всіх, і в тому числі і для людини. І ось цей період плюс-мінус 12 годин від цього числа 12 від цієї години. І у нас виходить, що 13 випадають, просто його не можемо використати. Ми, до речі, використовували, робили досліди, урожай нам не сподобався, саме в перехід фаз місяця. Тому, будь ласка, якщо хочете, теж попробуйте різні варіанти і ви побачите результат. Йдемо далі. У нас дуже гарні далі енергії 2 сузір'їв. 11-го буде Мула, називається тут енергії Кету. І 12 квітня, дуже гарна така накшатра Пурва Ашатха. Це буде працювати тут Венера. А Венера дуже любить працьовитих людей на землі. Вона завжди дає свою енергію для того, щоб саме трудівники землі, городники, ті, хто любить землю і рослини, вона дуже дає гарні енергії і виходять у нас, виростають гарні, багаті врожаї. Тим більше, дивіться, у нас тут Козиріг якраз і спадаючий місяць. І всі енергії підходять саме для того, щоб виростити гарний врожай картоплі, і він добре зберігався. І, значить, і менше буде обробок, і захисту, і рослини будуть здоровішими. Ось такий у нас сьогодні з вами агрогороскоп посадки картоплі в квітні 2023 року. Це відео підготували Раїса Гаряченко та Олександр Волік. Час відео добігає кінця. Ми вам бажаємо доброї, благодатної погоди, гарного часу для посадки і будьте здорові, на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі.